Вот скажи мне, тебе же хочется рвануть куда-то в неизведанное? Французские поля, австрийские горы с водопадами, приключения? Ну вот и мне хочется. А зачем? Ну, например, добывать новые красоты на память. А нужно ли для этого куда-то далеко ехать? Все очень относительно. Присаживайся поудобнее, сейчас расскажу, как было. Раннее дождливое утро и совершенно не выспавшийся я. Машина загружена, кофе в водителя заправлен, навигатор настроен, а впереди очередной участок, на этот раз на 600 километров. Путь лежал на Красноярск. Я люблю путешествовать и всегда записываю видео. Много, очень много видео. Это помогает мне заморозить неумолимо ускользающие минуты. Ведь времени с годами становится все меньше, и все сложнее выкроить его для встреч с друзьями. Собственно, ради этого я еду в Красноярск. Там меня уже ждет Алексей Леонидович, мой добрый старинный друг, которого карьера нефтяника затащила в офис одной известной всем нам компании. Красноярск встретил, как и положено, величественным Енисеем и золотыми куполами. Если тебе еще не довелось тут побывать, искренне рекомендую. Заложи минимум пару дней на прогулки и рестораны, коими город очень славится. Но мы надолго не останавливаемся. История-то не о городе, да и старинный друг уже заждался. Ну а перед тем, как рвануть дальше, нужно отдышаться и подготовиться. Затариться провизией по походной классике, проверить снаряжение и аккумуляторы. Город уже не спал, и мы тихонечко пробирались на трассу. Солнце жарит, небо в теплых оттенках. Глянули одним глазком на Красноярскую ГЭС, а ведь это вторая по мощности ГЭС в России, представляешь, гигантская. Но мы дальше. Я, честно сказать, в спешке и череде перелетов упустил этап с изучением достопримечательностей по маршруту, да и представлял его лишь приблизительно. Все организационные моменты взял на себя Алексей, а я просто смотрел по сторонам и удивлялся. Дорога вела через бесконечные пейзажи, леса, холмы, поля, и я практически не выпускал камеру из рук. Мне даже как-то неловко стало. За каждым поворотом я просил Леху сбавить скорость или остановиться, чтобы что-то подснять. Кажется, он начал потихоньку пухтеть. Но виды были восхитительные. На полях работали комбайны, собирая урожай, золотые колосья под легким ветром. И это ощущение бесконечного лета. Асфальт абсолютно ожидаемо сменился грунтовкой. Дорога стала извилистей, но виды вокруг сполна компенсировали всю тряску. И уже совсем не за горами наш долгожданный пункт назначения – Приисковое. Это бывший золотодобывающий поселок. Когда-то тут вовсю кипела промышленная движуха, а теперь тишина. И шарохаются туристы вроде нас. Причем зимой гостей никак не меньше. Из-за особенного снега сюда катят со всей страны. Здесь нет пятизвездочного лоска, но есть особая атмосфера сурового края. Старые шахтерские постройки соседствуют с базой фрирайдеров. Кстати, снег здесь может лежать даже в разгар июня. К закату добрались до места, до темноты успели поставить палатку, развести костер и добыть кипяток. Самый лучший чай, самый вкусный шоколад. Когда еще такое будет? Все, Лёх, сгорели, да? Все целое. Да, конечно. Ладно, пухло, с капюшон мне. Бодрит и согревает круче, чем утренний кофе. Ночь, кстати, была прохладной. Какой-то хвостатый воришка шуршал пакетами и что-то пытался умыкнуть из тамбура палатки. Огонь добыт, кипяток тоже, ну и, конечно, без кофе никуда. Тут так карамелькой пахнет.
Пожалуйста. Мы хоть и встали рано, но никуда не торопились. Травили истории, пили кофе, а потом решили запустить дрон и оглядеться сверху. С высоты открывались потрясающие виды на горы и озера. Погода благоволила, среди туч появились просветы. Ивановские озера — это цепь из 4 кристально чистых водоемов, скрытых в глубоких скалистых чашах и соединенных водопадами. Туда-то мы и отправимся. Подъем к озерам совсем не сложный. Тропа цивильная. Идти — одно удовольствие. Говорят, самое удивительное здесь — знаменитые снежники. Огромные ледяные пласты, которые не тают даже под палящим солнцем, создавая фантастический контраст между белым снегом, изумрудной водой и цветущими альпийскими лугами. Но это в теории, а на практике мы пока до них не добрались. По пути мы то и дело останавливались, чтобы набрать черники полные ладохи. Природа здесь по-настоящему живая. То там, то тут попадаются улики. Вот, например, свежие следы бобровой активности. Добравшись по легкому маршруту до самого большого озера, мы, долго не раздумывая, рванули к главному герою этой локации. 40-метровый водопад, с грохотом падающий из верхнего озера в нижнее. Это место силы, что-то невероятное. А вот и еще один красавец — ледник-малыш. Знаешь, в чем его уникальность? Это один из самых низко расположенных ледников в мире. Высота всего 1300. Раньше он был куда больше, но последние годы жара его серьезно подтачивает. Мы, возможно, видим один из последних отголосков той более прохладной эпохи. Если тебе захочется добраться к леднику, то придется приложить некоторые усилия. На этой части тропы большой уклон. Вернулись, а дождь усилился. Машин на стоянке заметно прибавилось, а группы туристов готовились к подъему. Скучно им точно не будет. Вовремя пришли, да? Самые везучие мы сегодня. Мы, конечно, сочувствовали поднимающимся к озерам туристам, но не со всей силы. Вместо переживаний предпочли вздремнуть на дорожку. А дальше нам необходимо было свернуться и рвануть в сторону Шарыпова, к озеру Большое. Но это уже совсем другая история. Здорово, что Приисковая провожает нас градом, потому что именно такие моменты остаются в памяти навсегда. И ради них стоит вырываться из рутины, вперед в неизведанное, куда глаза глядят. Даже если за окном не Франция и не Италия, а Сибирь, как у меня сейчас. Она бесконечно прекрасна и разнообразна. Потому главный вопрос не как и куда, а с кем и для чего. Раскручиваешь друга на авантюру, берешь необходимые вещи и ныряешь в приключения с головой.
рекламу для производителей дрипов делать.